Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра, а также терпения и выдержки пройти вот этот сложный период, который у нас будет в новолуние при рождении Луны. Ну и неспроста я вам говорю о новолунии, потому что мы будем рассматривать сегодня период всех наших дел, что мы можем запланировать в саду, в огороде или в доме и со своим здоровьем, на что нужно обратить внимание в период с 26 по 29 сентября 2022 года. Начинаем с агрогороскопа. Итак, 26 сентября, 27 сентября – это время вот самое сложное. 26-го это новолуние, рождение Луны в знаке Весы. И здесь у нас еще сутки будут гекаты, черной луны. Поэтому 26-27 не проводим никаких посевов, не работаем с рассадой. Для цветов и в комнате, и на улице очень актуальна защита от вредителей и от болезней. Больше ничего не делаем. Поливы в это время нельзя проводить, это знак стихии воздуха, подкормки тоже нельзя. Вот что можно делать, так как раз еще хороший период, отличный период для проведения зеленых операций и обрезки растений. Вот эти 2 дня используйте в полную силу. Да, зеленые операции на всех растениях, не только в саду очень хороши, а также в это время хорошо в весах собирать урожай, также делать различные заготовочки. Но для квашения капусты здесь период не подходит. Настойки тоже не делаем, это новолуние, здесь качество не будет продукта. Собирать лекарственные травы не рекомендуется в новолуние. Рыбалка в весах, да и новолуние неэффективно. Ну а для комнатных овощей актуальна тоже защита от болезней вредителей и зеленые операции. Зеленые операции – это обрезка пасынков, различных цветочков, листиков. Это вот относится к этим важным делам. Идем дальше. У нас будут 2 дня очень хороших уже. Уже у нас в 00:56 завершится время гекаты 28 сентября и 29 чистой энергии Скорпиона. Это уже время родившейся и потихонечку уже растущей Луны. Что можно делать? А можно заниматься посевами сидератов в теплицах. Посеять можно снова же салаты. Это 2 дня как раз подходит для этой работы. Можно выращивать эти салаты на подоконнике, в лоджии. Ну, вот где у вас есть возможность, салаты в это время очень хорошо посеять. Ну и можно высадить лук-чеснок для получения витаминной зелени. Это тоже очень хорошо получается. С рассадой работаем любые виды. Это и посадка, пересадка, перевалка. Для цветов тоже актуально. Посадка, пересадка. Посадка рассады, я имею в виду, это и комнатные цветы. Многие просто в это время пересаживают уже укорененные череночки, можно это делать. Ну вот и очень хороший период для комнатных растений, поливы и подкормки. Напоминаю, 50% по инструкции у вас 100, от этого берите половину. Время сейчас очень короткий световой день, растения не успевают все это, то, что мы могли бы в летний день дать им, и они переработали бы, то здесь у нас 50%. Поливы проводим в это время хорошо. Снова же подкормки для всех растений 50%. Для сада активны поливы и эффективны в это время. Ну а далее у нас зеленые операции в Скорпионе проводить нельзя. Собирать урожай для длительного хранения тоже нельзя. Только собираем ровно столько, сколько съедим. Заготовки не делаем, они быстро портятся. Квашение капусты тоже не проводим. Настойки не делаем, не собираем лекарственные травы. А вот этот период для рыбалки прекрасный в Скорпионе. Получается, еще только-только родилась Луна, можно использовать, должна быть хорошая рыбалка. По крайней мере, наш друг, знакомый использует этот период для того, чтобы поехать и половить рыбу. Но для комнатных растений очень актуально поливы, подкормки, а также посадка рассады. Спрашивали, когда можно высадить. Огурцы уже рассада
созрело, в большие горшки. Вот высаживайте огурцы, что вы, помидоры, любые растения или цветочные, или овощные можно высаживать в этот период. Продолжаем наш выпуск. Луна для дома и для здоровья с 26 по 29 сентября. Время киевское. Очень интересный период, который нас впереди ожидает. 26-го это время Луны в знаке Весы. Это время новолуния. Новолуние, рождение нового. Очень важный период. 27-го это черная луна, ну а далее уже растущая луна. Вот этот период очень важен тем, что здесь очень интересный аспект. Это аспект великого противостояния Солнца и Юпитера. Конечно же, эти две энергии, сильнейшие энергии Солнца и Юпитер в противостоянии будут заставлять нас выбрать дальнейший путь на ближайшие 12 лет. Потому что если мы в этот период с 26, особенно 26 и по 29 сентября будем ныть, будем злиться, будем находиться в страхах, в ближайшие 12 лет обеспечены именно этим состоянием нашего сознания, нашей души и нашей жизни. Если же мы будем позитивны, будем строить на 12 лет позитивные планы, созидательные планы в мире, в гармонии, в здравии, и, естественно, вот эта программа будет выстраиваться Юпитером на 12 лет для тех, кто именно так будет мыслить и находиться на этой волне. Так что очень важно вот это противостояние Солнца и Юпитер использовать именно позитивным настроем своим, верой в будущее, в мирное будущее. Вот это нам поможет решить много задач. Чем больше нас будет, тем будет действительно быстрее наш путь к миру на Земле. И еще 29-го, кроме противостояния Солнца и Юпитер, будет начинать формироваться квадратура Марс-Нептун и Тау-квадрат Сатурн-Уран. Так что вот эти энергии как раз нам говорят и подсказывают: не начинайте в это время дело. Мыслите, планируйте, да, но дел не начинайте. Покупки тоже крупные не покупайте. Это неподходящее время. Только то, что текущее необходимо в ближайшие дни. Ну а теперь перейдем к характеристике всех наших дел, которые мы обычно раньше рассматривали. Естественно, это у нас в первой рубрике печка. Печка в воздухе, в стихии воздуха, в весах будет нормально гореть, если вы уже начали протапливание в дни знаков стихии огня. Стрижка волос, стрижка ногтей, покраска волос и мытье волос не рекомендуется в это время. Это время новолуния, время черной луны. Организм просто минимум энергии, и еще если срезать какие-то части своего тела, будет еще большая потеря энергии. Пожалуйста, не делайте этого. А вот мыть волосы в весах можно и даже нужно. Уход за кожей в это время не делается, я имею в виду вот эти питательные маски, не воспринимаются клеточками. Мало того, что энергии ноль, да еще и знак стихии воздуха, он просто не дает возможность клеточке во время дыхания воспринимать вот эти питательные вещества. Очистка кожи у нас уже завершилась, мы уже этот период завершили перед новолунием. Очищение организма в этот период тоже не делаем. Организм просто минимально сейчас энергетически имеет силу, поэтому ничего не нагружаем наш организм для того, чтобы его просто в это время легко пронести и в позитивном настроении начинать. Рождается в это время новый лунный период. И мы рождаемся заново. Так что лучше никаких манипуляций с нашим организмом. Рукоделие можно этим заниматься в весах, хорошо получается. Для теста актуально плюс жидкость. И стирка и уборка в период весов не очень качественная, поэтому я не планирую в этот период. А вот ремонт и проветривание вещей, кстати, особенно обратить внимание, проветривание вещей в это время, если погода будет меняться, иногда бывает, что циклоны вот этими воздушными массами переносятся, так что следите за прогнозами синоптиков.
Идем дальше. Я хочу особое внимание уделить вот этим дням, особенно 29-го, но будут ощущаться и 28-го. Меня просят все время делать акценты на магнитной буре. Так вот, вот эти энергии, они будут похлеще давить нашу голову, наш организм, чем магнитные бури. Поэтому постарайтесь беречь себя в это время, провести снова же в мире и покое со собой, с членами семьи. Пусть в вашем доме будет тепло и уют будет вот именно настроение хорошего. По печке я тоже этот день выделяю, мало того, что это стихия воды, да еще и вот это накопление этих энергий. Дым в квадрате пишу, потому что действительно много дыма будет, очень аккуратно. Вот что касается стрижки волос, стрижки ногтей, покраски волос и мытья волос. Это время в Скорпионе не используется для этих манипуляций с нашими волосами, с ногтями. Ну и что у нас здесь? И мытье, конечно, волос тоже нет. Уход за кожей. Да, вот в Скорпионе можно уже питательные маски готовить и использовать их. Очистка кожи не проводится, очищение организма тоже в это время не проводится. Рукоделие неэффективно. Ну, вот, текущие какие-то дела, пришить пуговицу или дырочку, отремонтировать какую-то вещь, вот это можно. Для теста здесь уже уменьшаем жидкость, потому что если по рецепту тесто плывет, ведет. Для стирки и для уборки прекрасное время в Скорпионе. Мне очень нравится этот период. Для ремонта и для проветривания вещей, наоборот, это время не подходит, потому что очень много, это стихия воды, и в воздухе очень много воды, этих капелек, которые насыщают наши вещи. Ну и для ремонта это тоже очень плохой период, потому что в этот период получается, что и щетки, и не сохнет нормально, качество плохое. Поэтому вот эти виды работ не выполняем в этот период. Ну а теперь более подробно поговорим о здоровье. 26 и 27 сентября Луна будет находиться в знаке Весы, и это дни новолуния, рождения Луны, и это время черной Луны 27-го. Кроме того, что энергии будут очень сложные для наших тел, для наших органов, для всех систем, особенно будут уязвимы в это время почки, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал, мочеточники, надпочечники, женские половые органы, мочеполовая, выделительная, нервная системы, а также система желез. В этот период, в понедельник, вторник, 26 и 27 сентября, могут возникать головные боли, а также могут обостряться радикулиты. В это время противопоказаны все урологические операции. Ну а в новолуние желательно отказаться от любых операций. Но можно заняться лечением в это время. Лечить можно болезни головы, можно эффективно лечить снова же уши и зубы. Вот удалять зубы лучше все-таки во вторник, 27 сентября. Ну, и еще одна важная подсказка. Нужно держать в тепле ноги, а также область таза, чтобы не застудить почки и мочевой пузырь. В это время откажитесь от различных продуктов острых, соленых, копченых и не употребляйте в это время алкоголь. А теперь рассмотрим еще 2 дня, 28 и 29, когда Луна будет находиться в Скорпионе. Это уже растущая Луна. Но в эти дни уязвимы прямая кишка, сфинктер, половые органы, мочеполовая и нервная система. Также 28 и 29 сентября, напоминаю, в Скорпионе нельзя проводить операции на органах мочеполовой системы. В это время обостряются болезни мочевого пузыря, геморрой дает о себе знать, эрозия шейки матки, воспаляются яичники. Практически под угрозой вся воспроизводительная система.
и повышается риск заражения половыми инфекциями. Будьте внимательны, и поэтому снова же берегите в тепле свои ноги и область таза. Что же можно делать в это время? А можно лечить зубы, верхние дыхательные пути. И возможны вот такие операции. Многие спрашивают про зубы, можно ли удалять. Да, 28 и 29 можно удалять зубы, можно удалять гланды, аденоиды, а также заняться лечением гайморита. Вот и подошел к завершению наш сегодняшний выпуск. Мы желаем вам всем-всем-всем здоровья. Здоровья, здоровья вам и вашим родным и близким. Благодатной погоды, тепла и уюта в ваших домах. Авторы канала Раиса Греченко, Александр Волик прощаются с вами всего-навсего до следующего видео на нашем канале. Пока-пока. Всего самого доброго вам.